Добрый день, друзья! Вы на канале Quilt Decor by Home, и с вами я, Ирина. Сегодня я продолжаю шить игольницу, и мне показалось, что вот эти вот места немножечко пустоваты, и я накрутила туда французских узелков. Сейчас я покажу, как я это делала. Я думаю, что все помнят и умеют это делать. Я просто скажу, что я взяла ту же нитку, вышиваю в 3 нитки мулине, нитка та же, и вот таким вот образом я совершенно произвольным образом просто заполняя пустоту, накрутила там французские узелки. Сразу хочу сказать, что нужно было взять другую нитку. Может быть, какой-то мультиколор или еще что-нибудь более контрастное. В конце мне показалось, что слишком много красного, и я разбавила еще французскими узелками цветом мультиколор. Желто-белый цвет, по-моему. В конце увидите. И на заставке она тоже уже готовая. Игольница в готовом виде. Вот таких узелков я накрутила во всех 3 розочках. Теперь завязываем и продолжаем шить игольницу. Разбираем пяльца и сшиваем вместе с второй стороной. Я не буду показывать, как я сшивала. Сшивать можно любым удобным вам способом. Можно сшить руками, можно сшить на машинке, что я и сделала. Я не стала показывать, как я это делаю. Все очень просто. Можно было сделать, как я. Вот так я все перевела на другую сторону, потому что шить-то будем по изнанке. Отметила круг, отметила центр, уже отмечала водорастворимым маркером. Сначала этим наметила, потом водорастворимым, отгладила хорошо и обрезала ножницами зигзаг. Кстати, я потом обрезала более близко к шву, поэтому вот это действие можно было и сделать позже. Вот так я хочу вырезать по кругу, хотя план действий, план работы здесь может быть любой на ваше усмотрение. Можно было сначала сшить, потом вырезать сразу. То есть одно действие у меня здесь получилось немножко лишним. Вот такие у меня ножницы зигзаг, и мы продолжаем работу. Набила остатками синтепона от своих проектов. И у меня они закончились. Надо шить что-то более крупное, а то уже для моих вот этих мелких поделок уже и нету ничего такого, чтобы набивать свои игрушки, свои игольницы. Собственно, я продолжаю работать. Я, наверное, сейчас выключу звук и включу ненавязчивую музыку. Тихонечко включу. И вы с удовольствием смотрите, наблюдайте за моей работой.
Ну, вот, собственно, игольница набита. Я зашила отверстие потайным швом. И теперь вывела иголочку вот так внутрь, чтобы не было никаких. И теперь по отмеченным ниточкам буду вышивать, стягивать свою тыковку. Буду стягивать вот такими более плотными нитками и рисом. Но у меня DMC. Вот пуговички тоже приготовила, я показывала их. И вот на этом этапе муж предложил съездить в садовый центр и купить рассаду. Ну и я приглашаю вас с нами. Садовый центр очень большой. Здесь есть игровая площадка для деток. Здесь есть небольшой зооуголок. Мы всегда с удовольствием приезжаем сюда и проводим очень много времени. Просто гуляю. Ну, как в парке. Замечательное место. Нам очень нравится с мужем. Ну и по традиции всегда, когда мы выезжаем куда-то, мы обязательно где-то стараемся выпить кофе. Здесь мы тоже выпили кипрский кофе. Ну а потом что-то пошло не так, не сработала камера, чего-то у меня не записалось, как я это делала, но получилось у меня вот что. Игольница готова. Я думаю, это сделает любой, умеющий держать иголку в руках. Вот 3 сегмента заполнены. Но вот кажется мне, что чего-то тут не хватает. И в конце я, конечно, все равно уже в готовой игольнице накрутила еще французских узелков. Вот такая вот она получилась красивая. Очень функциональная, хорошо держится в руках, размерчик идеальный. Вот немножечко ее поближе покажу. А это уже окончательный результат с видом на нашу деревню. Вот такая. Очень она мне нравится. Получила большое удовольствие. Скорее всего, пошью еще одну, потому что нужно несколько игольниц иметь, когда что-то сшиваешь и иголочки в работе. Нужна еще свободная игольница возле швейной машинки. Поэтому буду шить еще. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик.